Организаторы Дакара обещали, что предпоследний день гонки станет чуть ли не самым сложным, но вышло несколько по-другому. Внутрь спецучастка добавили зону нейтрализации, а концовку порезали после прошедших недавно дождей. То есть все равно пришлось непросто, но на фоне предыдущих этапов этот все-таки не выделялся. Мотоциклетный зачет продолжает генерировать львиную долю драматичных событий нынешнего ралли-марафона. В борьбе за общую победу мы предвкушали острую схватку между двумя пилотами Хонды – Кевином Бенавидесом и Рики Барбиком. Однако ближе к середине этапа американец плутанул, и в итоге его отставание выросло с минуты до 7. Зато у Бенавидеса появился новый конкурент, причем не партнер по команде. Отличный этап провел Сэм Сандерленд, сокративший отставание с 10,5 минут до 4. У квадроциклистов лидер генеральной классификации Мануэль Андухар проиграл спецучасток Джованни Энрико, но продолжает опережать его на 26 минут. Именно Энрико теперь второй. В предпоследний день гонки не выдержал мотор у Александра Жиру. Обиднейший сход. В классе внедорожников продолжили свою дуэль Насер Аль-Аттия и Стефан Петерансель. Не исключено, что 11-й этап был для катарца последним шансом переломить ход борьбы, нанеся серьезный удар по позициям опытного француза. Не вышло. Располагая запасом 18 минут, Петерансель уверенно провел день. Вдобавок ко всему, воспользовавшись проколом колеса у конкурента. Несмотря на вынужденную остановку, Насер все же отыграл 3 минуты. Но у Стефана еще остается четверть часа. Карлос Сайнс спокойно занимает 3-е место и готовится расстаться со званием действующего чемпиона. В классе мотовездеходов россиянин Сергей Корякин не смог развить успех после победы на 10-м спецучастке. Сегодня экипаж Snack Racing столкнулся с довольно серьезными проблемами, долго стоял на трассе и в итоге проиграл целый час. В споре за первое место в классе Франциско Лопес Кондардо сумел увеличить отрыв от Остина Джонса с 10 до 18,5 минут, так что интрига сохраняется слабенькая. Гонщики команды КамАЗ-Мастер, несмотря на понятную тактику не рисковать и просто довести гонку до логического завершения, не стали отдавать Мартину Мацику 3-й этап кряду. В четверг быстрейшим оказался Антон Шибалов, что позволило ему немного сократить отставание в общем зачете от Дмитрия Сотникова. Айрат Мардеев стал еще увереннее чувствовать себя на 3-й позиции в абсолюте, так что шансы на тройной камазовский подиум еще возросли. Не успели оглянуться, а завтра уже финиш Дакара. В каждом из классов есть фаворит. Наименее очевидно все в мотоциклетной категории, но мы будем подробно следить за всеми. Длина спецучастка до Джедды составит 200 км, то есть по меркам Дакара это можно назвать спринтерским. Даже в последний день гонки обещают дюны. Не обойдется и без коварных аравийских камней, которые так и норовят подарить проколы. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!